Привет! В этом видео не будет обзоров плагинов, но я скажу, почему я решил это записать. Если пользуешься пиратским и пишешь в стол, ты как неуловимый Джо. Никто его не поймал, потому что он никому не нужен. Тут чисто ваша сделка с совестью. Но если вы пиратите и выпускаетесь, дело интересней. Есть шанс, что с вас могут спросить, на чем вы музыку делали. И если не сможете ответить, получить штраф как минимум. Давки, например, записывают метаданные о себе внутрь файлов. Известно, что в сэмплы можно зашить неслышимые данные, которые видны распознающим программам. Да, пока вы маленький артист, вы как неуловимый Джо, никому вы не нужны. Проблемы могут быть с ростом, когда вы уже крупный артист и теперь даже живые оркестры записываете, а кто-то решил проверить ваши треки 15-летней давности и прижать за яйца. Лично я бережно храню все инвойсы, закупленные софт и библиотеки с момента первой покупки. И есть еще этическая сторона. Труд разработки плагинов должен быть оплачен. Представляете, если бы вас попросили поработать годик-второй бесплатно. На что жить? Для многих людей разработка музыкального софта – это основная работа. Но даже если подработка, это может означать недостаток денег на основной. Уверен, вы тоже берете шабашки иногда. Вряд ли бесплатно работаете, правда? Но есть и бесплатный софт в этом мире. И это не тот случай, где бесплатный сыр в мышеловке. Там немного другая финансовая модель. Если интересно, пишите в комменты, я расскажу об этом у себя в телеграм-канале. Если кратко, то там товар – это вы. Сегодня я собрал для вас лучшие из таких инструментов, разбитых по вот этим категориям. Это плагины, синты, библиотеки, с помощью которых можно писать крутую музыку, полностью отказавшись от пиратского софта. Погнали! Я не буду говорить обо всех бесплатных плагинах. Их действительно очень много, и есть куча мелких и от большого количества производителей. Это, кстати, тоже особенность финансовой модели. В мой обзор попали те, на которые стоит обратить внимание, на мой взгляд. Эдакий джентльменский набор, но еще чуть шире. Многие остальные в целом это повторение перечисленных с небольшими изменениями. И само собой я могу пропустить ваш любимый наикрутейший бесплатный плагин, который, вероятно, сразу приводит к выпуску на Sony BMG и вилле с видом на море. Пишите о нем в комментариях, а я начну с частотной обработки. ZL Equalizer. Офигенный эквалайзер, который вполне может заменить ProQ. Можно поставить 16 точек, каждая из которых может быть любого типа с разной крутизной. Каждая полоса может быть динамической, причем с реакцией на другой выбранной частоте. Есть режимы, мидсайд и прочее. Понятное дело, внутричастотный анализ. Вычисление 64 бита с плавающей точкой и декрэмплинг гарантирует прозрачный звук везде, особенно на краях спектра. Есть еще у него светлая и темная тема. И даже есть исходники. Можно форкнуть, дописать функционал и скомпилировать под любую операционку. Следующий TDR Nova. Это динамический эквалайзер с 4 полосами. Также может быть широкополосным компрессором. Он доступен в разных форматах и работает и на винде, и на macOS. У него параметрические полосы, каждая полоса с настройками частоты, добротности, гейна и возможности включить динамику. Ну, конечно, у него есть анализ спектра и дельта. Также есть Dry Wet Mix и EQ Gain. Это микширование сухого сигнала и автоматическая компенсация уровня. Удобный интерфейс, пресеты, AB-сравнение, Undo-Redo, масштабируемый интерфейс. В целом заменяем первым ZL Equalizer, но многие ценят за дизайн и простоту. Следующий Melda Production M-Equalizer. Это бесплатный 6-полосный параметрический эквалайзер с 7 типами фильтров на каждой полосе. Также тут встроена ламповая сатурация и гармоническая обработка. Само собой невероятный апсэмплинг, мидсайд, surround и, естественно, спектральный анализ и сонограмма. Удобно и полезно. Динамического реагирования нет. UI на любителя. Входит в состав M3 FX Bundle, о котором еще поговорим. Теперь динамическая обработка. Здесь я выделю 3 плагина. Первый — Melda M-компрессор. Плагин, с помощью которого можно чудеса творить. Он может быть и лимитером, и клипером, может быть upward, downward компрессором и даже сатуратором. Стоит того, чтобы записать о нем отдельное видео, потому что мало кто понимает ценность этого плагина. Кстати, тоже входит в состав бесплатного бандла плагинов от Melda. Следующий AP Mastering AP Comp. Этот плагин написал человек, у которого тоже свой канал на YouTube, который я очень советую, Ален Пол. Кстати, доступен исходный код плагина. Он может эмулировать поведение любых платных компрессоров. Ален для этого даже отдельную программу написал, которая тестирует поведение компрессоров, чтобы такое же поведение на своем создать.
И еще он записал 4 видео о том, что дорогие плагины-компрессоры — это все скам. Надеюсь, когда-нибудь это дойдет до всех продюсеров. Обязательно посмотрите. Следующий клипер — Peak Eater. Легкий, удобный клипер-сатуратор. 32-кратный оверсэмплинг, несколько передаточных функций, кроме клипирования. Очень рекомендую. Рассказывал о нем в одном из своих видео, вот в этом ссылка в углу экрана. Переходите там к нему по тайм-коду. Пространственная обработка. И тут я, пожалуй, много кого упомяну. Первый — Valhalla Supermassive. Вне конкуренции. Это уникальный гибрид дилея и реверба с сеткой обратной связи. Длина задержки до 2 секунд с управлением Warp, Density, Modulation и режимами-алгоритмами. Вот его главные фишки. Mode. Множество алгоритмов. Gemini, Leo, Virgo и так далее. Каждый с разной динамикой, плотностью эха и характером реверберации. От редких точечных эхо до плотных ревербераций. Delay и Warp задают длину, дилей и стиль отражений. Остальное в целом, как обычно везде, идеальный такой творческий инструмент. Следующий плагин — недавняя разработка. River. Сверточный ревербератор с кучей возможностей. Выделяется своей модуляционной системой и возможностями манипуляции импульсными откликами. Вот его ключевые преимущества. MSEG-модуляция. Это, наверное, главная его фишка. MSEG дам для пресент и пост-верб. Это позволяет создавать всякие сложные эффекты реверберации, которые двигаются вместе с музыкой. Следующая — манипуляция с откликами, с импульсами. Плагин позволяет искажать загруженные ER-файлы, растягивать, обрезать, разворачивать и прочее. Там кучу разных эффектов можно сделать таким образом. У него есть еще несколько особенностей, не буду перечислять, об этом легко почитать или вообще видосы обзора посмотреть. Следующий — Melda Production M-Charm Verb. Халявный алгоритмический реверб, тоже из набора Free Bundle. У него нет прям очень гибких алгоритмов, как у платных ревербов той же Melda, но это классный такой go-to реверб. Также тут упомяну M-Convolution Easy, Voxengo Old School Verb и UHE Proto Verb. Тоже классные ревербы, и мне кажется, что вопрос с бесплатными ревербераторами точно закрыт. Теперь по дилеям. Это несложная обработка, но здесь я выделю несколько плагинов. И первый из них — это Audio Damage Dubstation версия 1.5. Это шикарный тейп-дилей, ставший бесплатным после выпуска второй версии. Но и эта версия крута. Мне она даже больше нравится второй, поэтому я использую только ее. Очень часто использую. Из других бесплатных дилеев отмечу Six Sample Delay, Valhalla Freak Echo, Ursa DSP Lagrange и Glitch Machines Hysteresis. Следующее. Спектральные всякие штуки. Я решил их выделить в отдельный раздел. Понятное дело, что много чего среди плагинов пересекается, но это такой раздел, как мне кажется, точно должен существовать. Это категория для тех, кто любит глубокий саунд-дизайн и эксперименты. Такие плагины позволяют работать со звуком на уровне ДНК, спектра. Если вы новичок, не пугайтесь. Просто знайте, что такие мощные штуки, они бесплатные бывают. А если вы уже опытный продюсер, здесь вы найдете настоящие сокровища. И первое — это Stepwise Spectral Suite. И там сразу кучка спектральных плагинов. PhaseLog блокирует фазы частотных компонентов аудиосигнала, позволяет стабилизировать фазовую картину, создать интересные эффекты выравнивания звука. Удобен для стилизации и морфинга. Morph — это морфинг FFT формы спектра, плавное изменение формы частотной кривой. Используется для создания текстур, плавных переходов и живого динамичного звука. И там есть еще куча: Beat Scrambler, Frequency Shift, Spectral Gate, Frequency Magnet. Крутые эффекты для саунд-дизайна и придания необычности звукам вашего трека. Следующий — Polx Stretch. Это экстремальный тайм-стретчинг плагин для создания текстур, атмосфер, дронов и звуковых полотен. Основан на алгоритме PolStretch. Это знаменитая технология, известная тем, что превращает, например, 10-секундный звук в 10-минутный атмосферный пэд. Дальше. В составе моих любимых NIH плагинс есть Spectral Compressor. Это динамическая обработка каждой спектральной полосы с отдельными параметрами. Threshold, ratio вверх-вниз, атака-релиз и размер окна FFT до 16384 полос. Можно ломать сигнал, превращать его в розовый шум, создавать агрессивную или плавную компрессию, сводить спектры через сайдчейн, делать морфинг звука. Я несколько раз показывал в своих видео, можете об этом спросить узкомензурный GPT в чате моего канала.
Следующее — Michael Norris SoundMagic Spectral. Это бесплатный комплект аж из 23 плагинов, позволяющих проводить настоящую спектральную магию в реальном времени. От заморозки спектра и сдвига частот до гранулярной обработки и создания каких-то текстур. Spectral Averaging Blurring сглаживает спектры, какие-то размытые текстуры делает. Drone Maker, понятно, формирует дрон из аудиофайлов. Ну и там всякие питч-шифтеры, гармонайзеры, шиммеры, шафлы, стретчи. Короче, куча эффектов от питч-шифта до каких-то ритмичных модуляций спектра. Не буду обо всем рассказывать, почитайте сами или спросите у моего GPT в чате. И еще скажу коротко про Analog Obsession Collection. Там в коллекции есть плагин SpecComp, это спектральный аналоговый компрессор, похож на упомянутый спектральный мной компрессор чуть раньше. Говорят, что вдохновлен SSL S-Type консолью, типа звучит аналогово. Попробуйте. Знаете, это как с фотоаппаратами. Вроде по функциям сравнялись, и теперь можно выбирать по ощущениям, просто с чем приятнее работать. Следующая категория — синты. Я не буду здесь долго останавливаться, лидеров тут, наверное, два — Vital и Surge XT. Шикардические синты, которые закрывают очень много потребностей в плане синтеза. Пресетов для них можно найти овер дофига и самому оценить, на что эти синты способны, если руки тем местом вставлены. Из остальных могу отметить Zebralet 3, Dext, Tal Noisemaker и UVI Noctua. Следующая категория — всякие бандлы. И первым там идет, конечно же, Melda FreeFX Bundle. Я уже упоминал пару плагинов оттуда, но там есть еще крутые плагины. И это просто джентльменский набор. Очень круто. На втором месте Kilohertz Essential. Это маленькие плагинчики-утилитки. Маленькие да ударенькие. И очень даже крутые. Только про них можно снять отдельное видео. Но лучше сами посмотрите видосы про них. Еще упомяну Complete Start от Native Instruments. Крайне достойный набор, из которого тоже можно много вытащить для своей музыки. А завершу этот раздел плагинами от Air Windows. Дикий чел в самом лучшем смысле слова. Какое-то невероятное количество плагинов, и про все из них есть видео и описание. Само собой, нужно исходить из потребностей и смотреть, есть ли плагин, который это закрывает. Так вообще лучше всегда делать, но тут у чела 300 плагинов, и становится это очень актуально. Конечно, не могу не упомянуть про всякие модульные штуки. Во-первых, это кардинал. Клон VCV Rack. Это всякие модули, из которых можно собрать обработки и синтезаторы. Если не знаете, что это, срочно идите ищите и смотрите видео в сети. Мощнейший инструмент для того, чтобы создавать любые звуки. Я, кстати, записывал одно из видео про кардинал. Но если и этого не хватает, и вы уже ощущаете себя про, то для вас Plugdata. Это что-то типа Max MSP, Max for Life, только бесплатно и в виде плагина. На нем народ реально крутейшие вещи вытворяет и плагины делает. Тут, кстати, могу отметить парня по имени Эван Бристоу из Бристоля. Причем делает и спектральные плагины тоже. Забыл их там упомянуть. Там и спектральный EQ, и аналог Pole Stretch, гармонайзер, гранулярные эффекты, морфинговые, еще куча всего. И основная масса плагинов бесплатно. Следующий раздел — сэмплеры. Ну, как бы понятно, что сэмплы можно прямо на дорожке перетягивать, но в сэмплерах работать сильно удобнее. А ведь есть еще и синтезаторы, основанные на сэмплах. Так вот, тут у нас тоже есть прям лидер — Decent Sampler. У его разработчика, кстати, классный YouTube-канал. Про него я уже писал у себя в Telegram-канале, связано с одним из моих треков. К Decent Sampler сразу подтянулось сообщество неравнодушных и понаделали тучу библиотек. Тоже в основном бесплатных. И самому несложно библиотеки писать и продавать. Короче, максимальный лайк. Следующее — Spitfire Audio Labs. Это полностью бесплатная, регулярно обновляемая серия виртуальных инструментов от Spitfire. Каждый инструмент — это облегченная библиотека с простым интерфейсом и вдохновляющими звуками. Это такой ромплер с большой коллекцией звуковых библиотек. Там их уже 60-70. Интерфейс минималистичный, но всего хватает. Эффектов немного, но у нас же куча уже упомянутых. Теперь внезапно TX16WX сэмплер. Это виртуальный сэмплер, вдохновленный легендарным Yamaha TX16W. Там и широкая поддержка форматов, и функциональность неплохая, огибайки, LFO, секвенсоры, матричные модуляторы и куча еще всего. А если не хватит и уже начал зарабатывать этим вовсю и надо расширяться, есть переход на платную версию. Ну, еще не могу не упомянуть Momentum от BFA. Это такой луп-слайсер со всякими эффектами.
Из того, что еще обязательно упомянуть, это Ampli Guitar M-Lite 2 и Ampli Bass P-Lite 2. Это два полностью бесплатных виртуальных инструмента. Гитара акустическая Martin D41, бас электрический Fender Precision. Оба включают продвинутые функции типа тап-плеера, артикуляции и имитации игры. Само собой, после использования возникает невероятное желание заплатить за полные версии. Я вот не удержался. И еще упомяну Just a Sample от Benjamin Friedman. Это современный, бесплатный и простой в использовании сэмплер, доступен для винды и Mac, и даже Linux. Мощный, лаконичный инструмент с парочкой уникальных функций. А еще открытый код и кроссплатформенность. Это мы любим. Теперь про анализ звука. Я здесь выделю 5 плагинов, все из которых очень люблю. Первый — это Ocular Scope. Появлялся в некоторых моих видео. Шикарный бесплатный скоуп. Удобно, что переключается между битом и тактом. Есть опция сайдчейна, чтобы проверять, как бочка с басом склеивается. Можно менять цвет интерфейса. В общем, минималочка, но этого хватает за глаза. Следующий — VPS Scope. Бесплатно раздавался и все еще раздается. Ценю его не за частотный анализ, а за осциллоскоп и за стереометр. Очень удобно. А вот частотный анализ, тут TDR Prism уже вне конкуренции. Тут и несколько дорожек в один плагин можно загнать на анализ, и куча всяких настроек диапазонов и слоупа, и даже можно самому создать кривую. И это то, что у меня прописалось на мастер-дорожке, как и два предыдущих. Следующий — Voxenga Span. Замена TDR Prism. Но зачем, если есть TDR Prism? Ну, пусть будет. Ну и Мельда, конечно. Снова. Отличный анализатор. В сети, кстати, куча видео про него. Гляньте. Ссылку на одно из них добавлю в описании. Последняя категория — эффекты. И здесь вместо перечисления огромного количества всяких плагинов я хочу поделиться одной важной мыслью. Весь этот невероятный список бесплатных инструментов — это доказательство того, что для создания музыки не нужны огромные деньги. Есть и другой подход, который тоже стоит упомянуть. Например, в такой давке, как Bitwig, есть невероятно мощная модульная система Grid. Имея базовые знания, можно с нуля собрать собственные синтезаторы, дилеи, компрессоры и вообще крайне интересные эффекты. Значит ли это, что все вышеперечисленные плагины не нужны? Ну, конечно, нет. Они фантастические инструменты, которые экономят время, дают уникальное звучание и вдохновляют на новые идеи. Мой посыл в другом. Самый главный инструмент — это ваши знания. Неважно, используете ли вы коллекцию из 50 бесплатных плагинов или досконально изучаете встроенные возможности вашей давки, главное — глубоко понимать свои инструменты и фокусироваться на музыке. Не нужно скачивать все плагины подряд. Вот такого набора бесплатных плагинов хватит для профессиональной работы на годы вперед. Напишите в комментариях, какой ваш любимый бесплатный плагин, который я, возможно, упустил. Мне всегда интересно открывать что-то новое. Ну а на этом у меня сегодня все. До встречи в следующих видео. Пока.